чебурашек, что даже апельсинов захотелось. Пахнет очень вкусно. Хочешь, не хочешь, а здоровее станешь. Широка страна моя родная. Я вижу рыбку. А ты на крючок поплевала? Нет, так тяжело добывается еда. Я рыбку поймала! Здорового! В северных предгорьях Большого Кавказа, в живописной долине, раскинулся Кисловодск, самый крупный курорт кавказских минеральных вод. Здесь отдыхающие наслаждаются прогулками по курортному бульвару, пьют нарзан в популярной галерее, принимают лечебные ванны, гуляют в парках, чтобы пройти по оздоровительным маршрутам Теренкуром, и поднимаются в горы, наслаждаются великолепными видами. Это заключительное видео с нашего кавказского путешествия. Сегодня вы увидите сказочный Кисловодск и нашу поездку на Домбай. Мы в Кисловодске, на родине фильма под названием «Чебурашка». Именно здесь снимали этот фильм, и я понимаю теперь почему. Потому что здесь действительно ты как в каком-то сказочном фильме находишься. Очень красивый город, очень ухоженный, зеленый. Столько цветов здесь, столько красивых клумб. Дома, вы посмотрите, какая красота. Еще и вид на горы. Любой курорт имеет ядро, улицу или набережную, по которой по вечерам гуляют уставшие от походов или от процедур туристы. Аккомпанируют им уличные музыканты, сувенирные лавки и уютные ресторанчики. Обычно на юге центральными пешеходными зонами являются набережные. Однако в Кисловодске моря нет, а потому здесь роль ядра выполняет курортный бульвар, одна из старейших улиц города. Тут у нас спрятан. Оба. Парень. Нарзана не хочешь? От курортного бульвара выходим на улицу Карла Маркса. В память о том, что именно здесь снимали фильм «Чебурашка», поставили скульптуры. И каждая скульптура изображает разные эмоции, но объединяет их одно. Они все яркие, доброжелательные, милые и привлекающие внимание. Вообще, проспект имени Карла Маркса – это хоть и носящее название проспекта, по своей сути небольшая пешеходная улица. Раньше она называлась Виноградная аллея, сейчас это мощенная плиткой улица с небольшими всевозможными магазинчиками и кафе. Свое начало проспект берет у железнодорожного вокзала и спускается вниз.
Ну и, конечно, мы не смогли не зайти в Нарзанную галерею. Вы только посмотрите на это здание 1853 года. Постройка выполнена в готическом стиле, украшена башенками, высокими окнами, декоративными зубцами и арками. А вы знали, что основа Нарзана – талая вода с ледников при Эльбрусья? Она спускается с гор и просачивается сквозь почву, вбирая в себя минералы, соли и углекислоту. Обогащенный полезными свойствами Нарзан скапливается в подземных озерах, а оттуда либо сам выходит на поверхность природным источником, либо его выкачивают через скважины в бюветы. И что самое интересное, путь капли воды от Эльбруса до выхода на поверхность в качестве источника составляет 6 лет. Будь я в Калуге или Рязани, я вам не мог бы отказать, но я сейчас лежу в Нарзане и неохота вылезать. Но одной из самых главных достопримечательностей – это Кисловодский национальный парк. Место, где горный воздух превращается в лекарство. Полюбоваться двуглавым Эльбрусом, пройти по Лермонтовским тропам, увидеть 10 тысяч роз, цветущих одновременно, и подняться на канатной дороге – все это возможно в крупнейшем рукотворном парке Европы. В парке очень много представлено картин и настолько красивых. Я бы все скупила. Вы знаете, мы думали, мы сейчас быстренько поснимаем, проедемся по локациям в Кисловодске. Ты каждый раз заходишь за угол, и тебе открываются какие-то новые места просто невероятной красоты. И мы сейчас идем, гуляем, и каждый раз нам попадается что-то новое, красивое. Столько чебурашек, что даже апельсинов захотелось. Здесь на картине нарисовано. Ну, какой-то прям нереально сказочный город. Класс! Бандеровская мразь, на Украине натовские танки, и в них сидит бандеровская мразь. В плену врагов родная Украина, ребята в нашем уходить потом. Этот парк оказался самым лучшим парком из тех, в которых я побывала. Одна из особенностей Кисловодского парка – живописные теренкуры, дорожки для лечебной ходьбы. Тропы с указателями проходят через березовые и сосновые рощи, аллеи из пихт, тополей, акаций, кедра и граба. Всего здесь больше 1000 разновидностей растений. В парке растет 500 редких видов, занесенных в Красную книгу страны и края. На каскадную лестницу можно пройти по вот такому живописному маршруту по теренкуру. Очень уютно. Птички поют. Шикарно. Ребята, тут просто ну куда ни посмотри. Везде красота. Вышли на полянку с какими-то великанами, деревьями. Очень красиво. Это вековые ели, поэтому я и обратила на них внимание сразу. Они, ну, прям огромные, видна их мощь и возраст. Здесь нет классических бордюров. Вы посмотрите, как выложены дорожки. По бокам просто природные камушки. Вы посмотрите на эти идеально выстриженные деревья. И ты идешь,
и дышишь хвойными деревьями. Пахнет очень вкусно. Спортивная площадка в лесу. Я поняла, почему эти города для оздоровления, потому что попробуй вот так вот походить по горам туда-сюда, на машине сюда не заедешь, хочешь не хочешь, а здоровее станешь. Тут, конечно, перепады такие. Я в шоке сам. Мы притопали на каскадную лестницу. Мы устали, но город действительно шикарный. Шикарный. Чувствую вообще за эти несколько дней в Железноводске, в Кисловодске и в Пятигорске, в Ессентуках прям оздоровились. Даже не за счет воды, не за счет воздуха, а за счет того, что мы ходили туда-сюда, туда. Мы пришли на долину роз. К сожалению, розы в основном уже отцвели, но некоторые еще цветут. Можно полюбоваться разными видами роз. Невероятный, и 100% обязательно сюда нужно приехать погулять, расслабиться, отдохнуть. Мне бы хотелось сюда приехать еще раз. По парку носятся такие машинки, можно взять обзорную экскурсию по парку за 1000 рублей за человека. Кисловодский полуостров из-за своего происхождения уникальным сочетанием природных лечебных ресурсов, целебным минеральным водам, мягкому умеренному климату с большим количеством солнечных дней и живописному горному ландшафту. Архитектура в Кисловодске невероятная. Я не знаю, был ли этот город разрушен в Великую Отечественную, очень интересно почитать за это, но очень много красивых исторических зданий в городе.
Я просто в шоке. Ну куда еще? И куда еще? Мы приехали на проспект Ленина. Здесь снова фонтаны. Здесь снова просто идеальная плитка. Идеальные дома. Вы посмотрите на эту красоту. И еще вода. И снова бесплатная. Я уже не могу. Ты уже не Я можешь уже не пить? могу. Хватит, эту почка, камень какой-нибудь 20-сантиметровый, как выползет, не хочу. Знаете, в чем прикол? Здесь не хочется брать самокаты. Потому что Не увидишь все. не увидишь, да. Хочется все ходить, рассматривать. Очень красивый город. Одно удовольствие прогуливаться по Кисловодску. Здесь, куда ни посмотри, везде все прекрасно. Температура сейчас просто идеальнейшая. Я не знаю, куда сейчас идем. Прохладно, ветерочек легкий. Спасибо. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Я другой такой страны не знаю, где так счастлив был бы человек. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Мне очень приятно, и активность на YouTube сейчас нужна как никогда. Я думаю, что и Кисловодск достоин лайка. Невероятный город, невероятная атмосфера. Город, в котором хочется отдыхать, хочется расслабиться и действительно отдохнуть. Советую сюда приехать. Этот город этого заслуживает. Из Кисловодска до Домбая на авто 180 километров. 3 часа дороги, и мы в горах. Поэтому мы решили, прежде чем отправиться домой в Мариуполь, заехать на пару дней туда. А по дороге в Домбай нас ждало очень занимательное времяпрепровождение. По дороге на Домбай мы решили заехать на форелевое хозяйство, половить рыбку и чтобы нам ее приготовили, прям вот ту, которую мы вот-вот поймали. Находится форелевое хозяйство в Теберде. Короче, сейчас будем ловить рыбку на тесто. Стоимость 1300 рублей за килограмм. Рыбалка бесплатная и готовка тоже бесплатная, все входит в стоимость. Я вижу рыбку, она плавает. Но говорят, сегодня плохо клюет. А ты на крючок поплевала? Нет. Надо было. Надо было? Да. Ну чего это? Не знаю. Рыбаки так делают. Она не ходит клевать. Прям хитрая какая. Прям плавает внутри рядышком. Да. Пока ни у кого не клюет. Какие-то они не голодные. Кушать будет или вообще? Вот так вот, чтоб понимали, как тяжело добывается еда в дикой природе.
рыбку поймал. Маленького. Ага, его отпустили. Тима уже и на правой стороне постоял, и на левой стороне постоял, и на мостик пошел. Страдает. Обалдеть. Ну что такое? Лицо несчастного человека. Я рыбку поймала! Вот это я понимаю. Это первая ваша, да? Да. Питерский пруд. Где ты ходишь вообще? Я там пытался словить. В этом пруду сразу же. Ели кукурузу. Попытка номер 4. В пруду, из которого все сразу же с первого раза вытягивают. Вот, тяни теперь. Глянь, они бежат. Но они сейчас едят просто и все. О, моя рыбка. Едят. И что я могу сделать? Они же его не проглатывают. Они просто съедают его сразу. Давай я. Не хочу. Я тоже хочу. Охренеть здорового. Охренеть. Охренеть. Слушай, килограмма 2 весит? Ну, больше, чем килограмм, не полтора. Как мы его есть будем? Как-нибудь съедим. Все, давайте нам его Будете всех. фоткаться? Нет. Как нет? Зачем? Я еще не стар для того, чтобы с рыбой фотографировать. Это папа у меня любитель. Так. Обалдеть. Вот все вместе, правильно? Да, да, да. У него, вот, он не туда, не туда, вот у нас еще маленькая. Вот это да. Охренеть. Глянь, она кровью истекает. Обалдеть. Но она просто здоровенная. Я... Надо сейчас эту взвесить сначала. Вот эту, да. О, 2 2 килограмма. килограмма. Я думала, побольше будет. Моя рыбешечка сколько? Я сломал, поймал. 400. 400 грамм. да? Сколько у нас всего? 2400. Вот это 400 грамм твоя рыба. Что ты лыбишься? Ты с 5-го раза только смог поймать. Так зато я в самом 5 раз зарыбленном больше, чем у пруду. тебя. А вы где будете сидеть? А где можно? Ну, там. Вот пятый столик, вот. Мгм. Девушка сидит вот рядом. Рядышком. Все, Мгм. хорошо. О. Смотрите, какая хитрая система. Мы ловили рыбу 2 часа вот в этом пруду. Основной пруд. Но оказывается, здесь есть второй пруд, где рыба действительно голодная. 2 часа мы не могли поймать рыбу. Над нами решили жалиться и отправили нас на другой пруд.
там мы сразу же вытащили рыбку, поэтому если вы сюда приедете, и у вас здесь не ловится рыбка, просите сразу на второй пруд. Ты счастлив? Очень. Хотелось бы, наверное, рыбу чуть-чуть поменьше. Я единственный рыбак, который хотел бы словить рыбу чуть-чуть поменьше. Ну да, потому что Мы ее не съедим. тут, да, стоимость такая 1300 рублей за килограмм. Ну для нас это много, да, 2400 получилось. Наверное, не осилим. Принесли нам нашу рыбешку, вот это вот Тимона, вот это вот мини-мини моя. Красиво повернуть. А я думаю, мы бы и не узнали, икряная она была или нет. Я думаю, нам бы не сказали. Посмотрите, какие здесь красивые гостиницы. Мы поворачиваем голову и видим наши родные советские дома. В таком красивом месте Советский Союз положил начало новому поселку. В общем, мы пришли к канатке. Но поедем в другой раз, потому что я очень плохо себя чувствую. Не для подъема, в общем-то. Обязательно приедем еще раз сюда и прокатимся на канатной дороге. Стоимость проезда на канатной дороге 3 раза на высоту 3146 метров 2300 рублей со взрослого человека. К сожалению, мой организм не выдержал резких перепадов температуры и давления. Мы достаточно быстро двигались из теплых городов в прохладные горы и обратно, поэтому я все-таки заболела. Но мы, в принципе, успели посетить все запланированные места. 2024 год выдался таким же насыщенным по путешествиям, как и 2023. С родителями посетили Геленджик, Новороссийск, Анапу, Краснодар. С Тимуром в рамках нашего кавказского путешествия мы посетили Дербент, Махачкалу, Грозный, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Побывали на многих кавказских горах. И вы знаете, лучше и комфортнее автомобильного путешествия нет ничего. Вам желаю последовать нашему примеру и отправиться исследовать нашу страну. Она прекрасна. Впереди 2025, а это значит, что нас ждет много нового. Тем более, что мы еще не были в одном из главных городов страны – Санкт-Петербурге, и в уникальном городе, который отделен от основной территории России – Калининграде. Не забывайте подписаться, будет интересно.